Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, какими вакцинами лучше всего прививать котят. Эта тема всегда актуальна, и мы всегда получаем много вопросов на эту тему. На вопрос, а обязательно ли котенка прививать? Отвечу сразу, однозначно надо. И дискутировать на эту тему не будем, особенно если у вас породистое животное. И если аборигенные породы кошек, то есть обычные наши дворовые кошки, устойчивы к тем или иным заболеваниям, то породистые, наоборот, очень восприимчивы. Шансов заразиться у животного очень много, настолько много, что даже сложно перечислить все возможные случаи. Вы можете принести инфекцию в дом на обуви, одежде, руках. Вирусы вездесущие. И там, где вы только что прошли, за минуту до вас могла пробежать больная кошка. В отделении больных кошек слюна, моча, фекалии, а вместе с ним и возбудители болезней попадают в почву. Частички этой почвы в виде пыли и грязи вы приносите домой на своей обуви. Некоторые владельцы весной приносят своим кошкам травку с улицы. Поэтому зачем рисковать? Оно того не стоит. Итак, от чего же вакцинировать котенка и какие вакцины выбрать? В обязательный список вакцинации входят вакцины от панлейкопении, кальцивироза, ринотрахеита и бешенства. В список рекомендуемых прививок входят достаточно распространенные у нас хламидиоз и лейкемия. На украинском рынке наиболее продаваемы такие вакцины, как Нобивак, Филовакс, Биофел, Вадрикет. Я при этом не называю фирму производителя, а только бренды вакцин, так как в современном мире фирмы сейчас очень часто продают свои вакцины другим фирмам, в том числе и конкурентам. Продаются сами, сливаются, но бренды вакцин, как правило, остаются. Бренды всегда стоят очень дорого, и главная составляющая их стоимости – это доверие ветврачей и клиентов, которые возникают за годы использования этих вакцин. Очень активно за последние годы продаются вакцины Биофел, производитель чешская фирма Биовета. Мне нравятся эти вакцины, они очень хорошо себя зарекомендовали, и при этом у них очень демократичная цена и высокое качество. Остальные вышеперечисленные вакцины тоже прекрасные, никаких претензий к ним нет, они давно на рынке и уже проверенные, перепроверенные. Сейчас нет проблем вообще с качеством вакцин, на рынке остались только те вакцины, которые на протяжении многих лет заслужили доверие ветеринарных врачей. А самый важный критерий доверия к вакцинам, конечно же, один. Это защита здоровья животных и отсутствие жалоб клиентов. И если какие-то дискуссии вокруг брендовых кошачьих вакцин ведутся, то это больше маркетинговая полемика, которую очень сложно проверить врачу практику. Это, знаете, как реклама сигарет. В очень редких случаях рекламируются вкусовые качества сигарет. По крайней мере, таких примеров я даже и припомнить не могу. Может быть, потому что сам не курю. Попытайтесь сами найти такие примеры. Но, тем не менее, основным трендом в рекламе сигарет остается эмоциональная составляющая, позволяющая заядлым курильщикам, очень редко отходящим дома от дивана, а на работе от стола и кухни, закрыть глаза и под аромат бесплатного офисного кофе почувствовать себя таким ковбоем или мачо. Надо помнить еще один момент, что производитель производителей, но на качество вакцины могут влиять условия хранения вакцины и ее транспортировка. Вакцина должна храниться в холодильнике, а если врач приезжает к вам на дом делать прививку, то у него должен быть хладоэлемент. Это может быть как фабричный хладоагент, так и термос со льдом, да и просто бутылка со льдом в каком-то контейнере тоже подойдет. Открою для вас маленький, но очень важный секрет. Все современные вакцины, как правило, не боятся не очень длительного хранения при комнатных температурах и даже выше. Понятно, что в кипяток их опускать нельзя, а так серьезные производители позаботились о том, чтобы максимально защитить свои вакцины от неразумного влияния тех, кто будет иметь с ними дело. Хотел высказать эту мысль немножко по-другому, но пусть будет так. Тем не менее, в инструкции по применению написано, что вакцина должна храниться при определенной температуре, то надо эти условия и соблюдать. Вакцинацию котят проводят 8-12 недель.
если мама-кошка была вакцинирована, то первая вакцинация котят проводится в 12-недельном возрасте. А если нет, или сие неизвестно, то в 8-недельном возрасте. Как правило, через 21-28 дней делают ревакцинацию, а затем последующие ревакцинации уже делают через год. Ревакцинация, то есть это повторная вакцинация. Для того, чтобы вакцинация прошла успешно, эффективно и без осложнений, необходимо соблюдать следующие правила. Соблюдение схемы и сроков вакцинации, использование качественных брендовых вакцин. Самую первую прививку рекомендую делать на дому, чтобы свести риск заражений к минимуму. Не следует вакцинировать беременных и кормящих кошек. Последняя прививка должна быть сделана за месяц до вязки. Нельзя вакцинировать животных после операционные и реабилитационные периоды. Если кошка прошла курс лечения антибиотиками, то начинать вакцинацию следует не раньше, чем через 2 недели после последнего введения антибиотика. Не следует проводить плановых хирургических операций, кастрация, например, в первые 3 недели после вакцинации. Исключение составляют случаи хирургического вмешательства, необходимого для спасения жизни и здоровья кошки. Необходимо избегать стрессовых ситуаций, то есть, например, переезд на другую квартиру, смена обстановки, приезда и проживания шумных гостей, путешествий, выставок, что-то такого. Не вакцинировать кошек, контактировавших с больными и подозрительными животными. В течение суток после иммунизации животное может быть вялым. Если такое состояние продолжается дольше или появились другие клинические признаки, котенка необходимо срочно показать врачу. Не забывайте, что ни одна прививка не дает стопроцентной гарантии, что ваша кошка не заболеет. Часто владельцы кошек считают, что раз привили кошку, то значит, что она может общаться с кем угодно и не заболеет. Прививка – это профилактическая мера, а не лечебная, кроме прививок от лишая. Поэтому постарайтесь по мере возможностей исключить общение с возможно или действительно больными животными. И тогда будете уверены, что с вашей кошкой будет все хорошо и ничего не случится. Пусть ваши котята будут здоровыми, всего вам доброго и до новых встреч в новых видеороликах.